Следующие несколько дней моя жизнь шла своим обычным бессмысленным ходом, пока не случилось то, что и заставило меня писать эту затянутую историю моей несчастной жизни. Извиняюсь, но тут мне придется очень сухо описать детали произошедшего. Мне слишком тяжело пытаться воспроизвести мои чувства в тот день. А может, дело в другом, я пытался описать свои чувства, чтобы оправдаться перед собой. Показать, как мне было плохо, в каком ужасном состоянии я находился. Что это не моя вина, не моя вина. Ладно, хватит болтовни. В один день я услышал шум за моей входной дверью. Я посмотрел в глазок. В коридоре стояли полицейские. Дверь квартиры соседки была широко открыта. Я вышел узнать, в чем дело. Как выяснилось, бабка умерла у себя в квартире. Причем много дней назад. А где внучка? Уехала. Похоже, молоденькая, стеснительная студенточка умудрилась забеременеть и укатила обратно к родителям. А ведь они наверняка именно этого хотели избежать, оставляя девицу со старой коргой. Какая ирония. Бабка умерла у себя на кровати. Но вот причина весьма необычная. Обезвоживание. Как будто бабка в один день легла на кровать, где лежала, пока не умерла от жажды. Мне задали, пока неофициально, пару вопросов. Знал ли я что-нибудь о бабке? Слышал ли, что, может, старуху так прихватило, что она не могла даже встать с кровати? Но почему она не кричала? Не била в соседнюю стенку, она просто лежала, пока не умерла. Очень странно. Прежде чем вернуться к себе в квартиру, я краем глаза глянул в квартиру соседки. Думаю, вы не удивитесь, узнав, что кровать стояла у соседней к моей квартире стенки, где с обратной стороны стоит моя кровать. Можно сколько угодно выдумывать себе оправдания, плакаться, что ничего не знал, что просто не мог догадаться. Но я абсолютно уверен, что в один день замирание пробралось через стену между нашими квартирами, и старуха легла на свою кровать, с которой ей уже было не суждено встать. Я не узнал точную дату смерти, но мне почему-то кажется, что это были те дни взаперти, когда я пропустил первый экзамен. Я не выходил из дома и почти все время валялся в кровати. С ужасом я думаю, что, возможно, когда я уходил на кухню или в туалет, старуха приходила в сознание, но была уже слишком слаба, чтобы что-то сделать. И еще одна маленькая деталь. Когда после разговора с ментами я уже собирался возвращаться к себе, один из полицейских отошел. В коридоре нас было трое. Я и двое полицейских. И она оба замерли. Прежде чем я успел до конца это осознать, вернулся третий, и все прошло. Но тогда я впервые увидел в жизни, а не в кошмарах, сразу двух замерзших людей. Я собираюсь убежать. Я собираюсь уйти так далеко, как только возможно. Туда, где я больше не увижу людей, где я не увижу застывших. Не увижу эти уродливые неестественные позы, эти живые статуи, эти пустые глаза. Может, там я и умру. Скорее всего, я там помру. Какой из меня дикарь-одиночка, но это лучше, чем убивать себя. А больше никаких вариантов я не вижу. Я вспоминаю сейчас всю свою жизнь, и я думаю, что замирание всегда было со мной. Просто раньше оно было гораздо слабее. Но я помню, что у меня никогда не было именно друга. У меня всегда были приятели, была своя тусовка, но никогда не было никого, с кем бы я проводил время один на один. Понятно, девушки у меня также не было. Я вспоминаю родителей, не могу припомнить хоть один раз, чтобы не видел их вместе. Они всегда приходили с работы вместе. Если у папы нужно было куда-то пойти, то маме обязательно нужно было именно сейчас пойти в магазин. Но возвращались они вместе.
Может, я начинаю выдумывать, может, сам искажаю свои воспоминания, но они будто что-то знали. Странно, одно воспоминание всплыло у меня в голове. У меня ведь был друг, мальчик, Димка, что ли. Хоть и с ним я всегда был в компании, но с ним мне нравилось проводить время, как ни с кем другим. И я помню, как мы на улице, на детской площадке и играем в раз, два, три, морская фигура замри. Другие дети постепенно расходятся по домам, но мы с Димкой всегда оставались до последнего. Уже поздно вечер, я уверен, что мне влетит от родителей, но все равно не ухожу с площадки. И вот нас осталось лишь двое. Я отворачиваюсь, читаю «Морская фигура замри». Поворачиваюсь, и Димка замер. Замер в момент, когда кружился. Длилось это от силы пару секунд. Видимо, краткое время около нас не было ни одного, даже случайно прохожего. После чего он завершил свое движение и спросил, почему я уже повернулся. С ним не случилось ничего ужасного. Мы разошлись с ним тем же вечером, но он стал избегать меня, а я не хотел находиться с ним. И в этом небольшом случае из детства я вижу ростки моей будущей отчужденности. Я отчаянно пытаюсь удерживаться от самоубийства. Я надеюсь, что мой побег сработает, но все равно опасаюсь. А что, если все это не остановится? Сколько времени пройдет, чтобы та граница, на которой замирает человек, исчезла из поля моего зрения? Я буду спокойно жить, а на этой границе будут стоять невидимые мной обреченные люди. Но гораздо больше меня пугает другое. А есть ли вообще границы у моего проклятия? Что будет, если оно не остановится? Замерзшая деревенька неподалеку, замерзший поселок, замерзший город, замерзшая страна, а апофеоз моего кошмара – застывшая планета. И для этого я в первую очередь пишу эту историю. Пусть ее увидят хоть немногие, но если вдруг кто-то из них услышит о подобном странном случае, то, надеюсь, он распространит этот текст. А там уже его увидят те, кому надлежит думать о судьбах мира и менять их. На расстоянии пули ко мне, видимо, нельзя будет подойти, так что советую использовать ракеты или дронов. И тогда становится лишь надеяться, что с моей смертью все это закончится.